Но ощущения классные. Вот как она ускоряется, отщелкивает свои передачи, это класс. Мне нравится. Вот он пишет: верни свои глаза на дорогу. Это все вот эта камера сканирует мое состояние. Всем доброе утро. Время 3 часа 51 минута. Я несусь на Русский остров, чтобы сделать замер. И пока погода позволяет, я еще на летней резине. Но температура -2, за городом -8. Ветра нету, бензин сотый. Как будет, не знаю, сейчас посмотрим. Проехал сейчас серпантины на этой машине. Тачка рулится классно. Атаковать повороты на ней можно. Отдача на руль шикарная. То есть машина, чем выше скорость, тем машина как циркулем по дороге. То есть очень классно. Там, где я на SG прыгал с отбоем подвески на неровностях, эта машина практически не замечает эти неровности. Ну, в принципе, в этом, наверное, есть какой-то плюс. Заодно используем систему подруливания. Полосы видно хорошо. На круиз-контроле едем. Включен режим автоподруливания, держание в полосе. При этом, при всем, руки должны быть на руле. Ну, смысл тогда этих автоподруливаний? Он нарисует, что надо держать руки на руле. Вот рисует. Кладу одну руку на руль, дорога пошла влево, будет подруливать. Да, он сам едет по полосе, сам рулит. Чудо-чудо. Диво дивное. Да, сам зашел в этот поворот. Все пишет: давай руки на руль. Поворот машина хорошо входит. Прям вообще классно. Несмотря на то, что она мягче SG. Домашнее кресло, на котором вы дома сидите и просто на нем же и поехали гонять. То есть комфортно, классно, без напряга выполняет свои функции. Везет вас из точки А в точку Б. В принципе, то, что и надо. Но на SG это более как-то по-спортивному, что ли. Тут более спокойный вариант. То есть эта машина делает все более плавно. SG более мощная машина. То есть там, где вам надо 50 лошадиных сил образно, он вам дает 150. И это все чувствуется. А здесь, если надо 50 лошадиных сил, он вам и даст 50 лошадиных сил. То есть ни больше, ни меньше. Тормозит вообще супер. Кстати, тормозит двигателем. В помощь тормозам еще помогает и двигатель. Это очень классно. Как-то так, да? 7.35. Выйти не получилось из 7. Это был просто S-режим. То первый бензин 2500 с 2 педалей. Вот кто бы сейчас что ни говорил, кто посмотрит это видео, да, и скажет, что ты там хвастаешься своим 7.35, да, типа SG едет там 6,5. Но я вам на это отвечу. У меня опыт езды на SG очень большой. На разных SG. Есть даже люди, которые просят меня сесть за руль, чтобы я разогнался на их машине, чтобы показать лучшее время. Далеко не любой SG поедет из 7 секунд. Далеко не любой, ни на любом топливе, ни при любых обстоятельствах. Поэтому вот эта машина, которая сразу едет 7.35, это удивительно. Для меня, по крайней мере. Она больше SG. У нее лошадей на 103 меньше. И ньютонов на 50 меньше. И она едет 7.35. Как-то так. А ведь ко мне приезжали SG, которые по 9 секунд едут. Турбовые. Это ерунда. Ладно, пробуем еще раз. Повороты въезжает классно. Прям уверенно. На SG было страшно тут на 18-х дисках. На нем вообще нифига не страшно. Ну, SG, может, тут 140 было, здесь 120. Я вот на этой машине еду, а такое ощущение, что ям на дороге стало меньше. Хотя ведь это не так. Еду-то я что на той машине, что на этой, по одним и тем же дорогам. В общем, в принципе, машинка едет классно. Чем больше я на нем катаюсь, тем больше он мне нравится. То есть здесь, находясь в этой машине, не думаю, что она такая прям, так сказать, гоночная. Но едет она около 7 секунд. Это раз. Я, когда про нее думаю, что она мне больше нравится с каждым там днем, я сопоставляю все факторы этой машины.
И это не может не радовать. То есть SJ был сбалансированной тачкой, а это еще более круче сбалансированной. Ну, за единственным минусом, не едет она 6 секунд. Но если поставить сюда легкие диски, я думаю, она выйдет из 7 секунд запросто. Кстати, 8 передач вперед у него также на имитации передач. Сейчас попробуем в ручном режиме, может поедет лучше. 7.30 опять рекорд на 0.05. Минус 4 у нас на лете мы. Subaru со своей сверловкой 5/114 просто меня подвела, так сказать. Если бы не эта плохая сверловка, так скажем, я бы запросто бы сейчас накинул легкие диски и выехал бы из 7 секунд. И тогда бы владельцы SJ бы охренели бы просто. Ну, блин, к сожалению, я не могу этого сделать из-за сверловки. А переходные проставки, которые увеличат вылет на 20 миллиметров, я не хочу. Механический режим, может, даже сам переключусь. 2500. Короче, я пока изобретал. Так, он у нас показал 7.9 в ручном режиме, в том режиме, в котором SJ самый быстрый замер показывает. Но пока я не знаю, на каких оборотах лучше переключаться. Поэтому будем пробовать. Но сейчас попробую ближе, чем ближе к красной зоне. Еще попробую переключиться. Но так машина вроде переключалась, потому что SJ почему-то стал перескакивать через передачу. Когда очень быстрый замер получается, там в районе 5.6, 5.7, приходит скачок. То есть переключаешься вместе с ним, автоматика переключается, и ты переключаешься, и в итоге вы прыгаете через передачу, соответственно, машина лучше не едет от этого. Здесь такого пока нету, ну и лошадей-то тут поменьше. И, так сказать, и разгон меньше на секунду. Разрыв в секунду и разбег в 103 лошади, это существенно, мне кажется. Включил обдув на лобовое в этот момент и почувствовал запах сажи. Это, наверное, вот этот сажевый фильтр, который тут третьим стоит. 2 катализатора, еще и сажевый огромный фильтр позади всех. Видать, мы его прожигаем. То есть, как минимум, мы для машины делаем пользу, гоняя. Как в фильме «Форд против Феррари». Знаменитая фраза механика Форда, что на гоночной машине надо гонять. Это, конечно, не гоночная машина, но она турбовая, и на ней тоже иногда надо гонять. Тем более на ней стоит эта супер сажевая фигня. С-режим плюс механика. По-моему, опять тоже через передачу прыгнул. Такая же фигня. В общем, несмотря на то, что машина свежая, на ней никто до меня не гонял. Вариатор тут следующего вроде как поколения. Или следующей разработки, не знаю. По крайней мере, на нем 3 стоит. То есть 3-я там модификация, да. Но при приближении к красному сектору, когда сам хочешь переключать передачи, якобы в ручном режиме, а он и есть ручной режим, другого режима нету, то машина вместе с тобой переключается. То же самое, что на SJ, здесь то же самое. Получается, что подходят обороты, машина сейчас переключится, и ты хочешь где-то в этой же зоне переключиться как можно позже. И в моменте вы переключаетесь вместе и прыгаете через передачу. Сейчас глянем, что получилось. 7.63 получилось. Я по 3 в каждом режиме делаю. Ну, то есть сейчас я делаю вывод, что механический режим тут не нужен. Тут нужен S-режим, 2 педали, отключить стабилизацию, все, поехали. Отключать слежение за полосой, автоподруливание и так далее. Но сейчас еще один раз замер сделаю, потому что сейчас получилось 7.6, до этого 7.9, то есть чуть лучше, да. Возможно, там в горку, здесь с горки 0,3%, да, влияет. В горку с горки на разгон. Поэтому 3-й замер делаем, ну и я думаю, в выводе я не ошибусь. Так, по разгону, когда у вас 2 педалей стартуешь, вот этот момент подрыва, он, конечно, не всегда получается. Опять же, это
Subaru вариатор, так сказать. Если педаль утопил прям в пол, почувствовал пол под ногой, то машина задумается на какие-то доли секунды, они очень важны. Если утопить педаль не сильно, но акселератор покажет 100% и так держать, машина раздувается резко, затупов нету. И этот момент, когда с двух педалей стартуешь, очень напоминает разгон Toyota Harrier. Но у Toyota Harrier 238 лошадей или 231, а здесь меньше. Едет он, по-моему, быстрее, чем Harrier. По крайней мере, тот, который к нам приезжал, он что-то лучше 7,5. Он около 8 показывал, но мы дали ему скидку на зимнюю резину, что 7,5 поедет. Так что Форик 1.8. Интересная машинка. Меня удивил точно. Я не ожидал от него такого. Сейчас получилось на третью вроде самому переключиться. На 5900 самому переключиться со второй на третью. То есть попал. С первой на вторую он переключился сам, со второй на третью я переключился. Я прям почувствовал какой-то лишний сброс из турбины в момент моего переключения. Возможно, чуть улучшил, возможно, нет, не знаю. Если попытаться в две передачи попадать, то должно быть быстрее. На SJ так было. А не уперся там в какие-то 5,8, когда он стал вредничать. Ну что, ребята, которые обзывали его для езды домохозяек в супермаркет. Ребятки, катающиеся на SJG. Как вам замерчики? Если к машине привыкнуть, если научиться, если ее понимать, из 7 секунд выйти можно запросто. И еще купить диски с резиной там, ну, наподобие моих CE. Запросто. По осени из 7 секунд будет выезжать на сотом бензине. Не любой SJ поедет из 7 секунд. Уж поверьте мне, я-то знаю. Я прям улыбаюсь, потому что я ожидал от него, 8 секунд максимум. Это пока я не сел за руль. Я ожидал 8 секунд, потому что я один раз на нем прокатился, увидел значение 8,2. Хотя я не старался в 98-м бензине. Ну и, соответственно, я подумал, что до 8 можно дотянуть. Но тем не менее, ребята, когда вы рассказываете, что тачка для домохозяек, что там еще что-то, вот эти умные свои комментарии, ну, я не знаю. Сначала, наверное, надо думать, прежде чем говорить. Или хотя бы ссылаться на какие-то показания. Потому что по итогу это выглядит, ну, немного глупо. А приятный бонус на этой тачке, то, что у нее есть звук бу-бу-бу. Вот это вообще неожиданность. Тут сейчас стоят бочки с SJG, и они довольно-таки нормально звучат. А если еще поставить хотя бы центральную часть до сажевого фильтра, то будет еще красивее. Ну а если сделать все по фэншую, выкинуть все катализаторы, я не знаю, что будет в плане чеков и прошивок, потому что тут 3 катализатора, так сказать. Но звук будет бомба. Такой красавчик. А уж в плане салона ни один SJG с ним не сравнится. С ручника сейчас стартует, видео чуть размытое. Получается, с ручника я пристегнут, просто давлю педаль в пол и поехал. Ничего себе! Поехали так поехали. Я еще раз повторюсь, эта машина меня не привлекала вообще ничем, пока я не сел за руль, пока я не стал ее узнавать, вот более плотно на ней кататься. По прямой там ездить в магазин, да, там понятно все. Но когда ты начинаешь пытаться из нее какой-то спорт выжать, ты прям удивляешься, что она реально, ну, с таким спортивным характером. Я удивлен. Без всяких двух педалей, просто педаль утопили и поехали. СС режим. 60. 100. Как же он классно стартует. По ощущениям вообще прям супер. Как будто рекорд по ощущениям. Получается, с места на 91%. И дальше плавно добавляем до сотки. Он отщелкивается передач. Ну реально как будто на гонке едешь. Что кажется, время прям там под 6 секунд. Ну, 7.
Наверное, там 8. С 2 педалей он быстрее едет. Реально прям. Вот если один стартуешь, кажется, что прям на гонке. Если рядом будет кто-то, наверное, такого не надо искать оппонента. Это с 1 педали, повторюсь, было. Просто топнул на нее, надавил, но не в пол. 91% он такой разгоняется. 92 там и дальше до сотки он начинает отщелкивать свои передачи. Ощущения, конечно, шикарные. Джекпот, 3 семерки. Ну вот, с 1 педали он едет 7,7 где-то. 8 плюс-минус там 0,2. Ну даже нет, он 8 максимум едет. 7, да, 7,7 он где-то едет с 1 педали. Сейчас еще попробую с 1 педали. С ручника тоже эффектно. Вот именно для ощущений с ручника эффектно было. Сейчас попробуем еще раз в ту сторону. Просто с 1 педали. Видимо, сейчас я чуть-чуть затупил. Было 100, потом я приотпустил 90. Ну, наверное, 8 секунд поехали. Видите, как он? Он сейчас в режиме вариатора едет. 5300. И все, и просто скорость набирает. Это потому, что я стартанул с 2 педалей. Если бы я не стартовал с 2 педалей, мы бы поехали как в предыдущей модели на SJ, типа в спортшарпе. Тот же самый S-режим, но работал бы как спортшарп. Что для себя сегодня открыл, как разгоняется эта машина. То есть тут-то режима осталось 2, вот они, S и I. Когда я делал дневной обзор на эту машину, я там, можно сказать, проклинал Subaru, что они убрали самый веселый режим, это спортшарп на предыдущих моделях. Но я сильно ошибался. В общем, несмотря на то, что здесь нету режима спортшарпа, который был на предыдущих моделях, здесь очень хитро работает вариатор. То есть S по-прежнему самый быстрый режим. Быстрее, чем I. Хотя в I я не разгонялся, но и не буду пробовать. Но в S-режиме объединены 2 режима. Бывший спортшарп и нынешний S-режим общий. Когда мы стартуем с 2 педалей, машина в чистом режиме вариатора без переключений едет, набирая скорость. Когда мы просто педаль в пол утапливаем, машина начинает отщелкивать имитации передач. То есть своеобразный спортшарп. Так вот. 60. 100. В общем, у меня опять рекорд 7.27. Мелочь, а приятно, как говорится. Осталось найти диски, килограмм по 7 желательно, но это CE, а это дорого. И на эту сверловку хер найдет. Сейчас на рынке какой-то бред совершенно происходит. $7.26. Класс. Хочу сюда диски CE28 поставить, но не могу из-за этой сверловки убогой тойотовской. У меня есть эти диски. Я отдавал в свое время за них кучу денег. И шины соответствующие есть. На этом сегодня и закончим. Рекорд 7.26 получается. А гонщики у нас на чем гоняют? Правильно. На супер гоночных владивостокских машинах. Toyota Axio, по-моему, это было. И не страшно же им в повороты наваливать. В общем, рекорд 7.26 на стоке, на 101-м бензине. Вот как-то так, владельцы SJ. Не ходите слишком с задротым носом, потому что не все SJ едут 6,5 секунд. А даже если едут 6,5 секунд, то 6,5 секунд очень близко до 7.26.